Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем самый быстрый, вкусный домашний торт. Несмотря на его простоту, торт получается очень насыщенный, мягкий. Его любят все мои домашние. Когда мне нужно что-то быстренько испечь, я всегда пеку такой тортик. Продукты очень доступные, результат потрясающий. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, у меня найдете много вкусных и простых рецептов. В первую очередь сварю заварной крем. В кастрюлю вбиваю 2 яйца, добавляю сахар, соль, крахмал и все хорошо перемешиваю так, чтобы не было комочков. Крахмал беру кукурузный, но можно и с картофельным. С кукурузным получается крем, конечно, нежнее. Затем частями добавляю молоко и перемешиваю, опять же, чтобы полностью все растворилось. Ставлю на плиту, довожу до кипения, уменьшаю огонь и даю крему буквально 1-2 минутки прокипеть. Когда появились хорошо видимые бульки, снимаю с огня. В готовый крем всыпаю ванильный сахар, перемешиваю, и его нужно полностью остудить. Либо накрыть пищевой пленкой в контакт, либо поставить в миску с холодной водой, но постоянно крем помешивать, чтобы не было корочки. А теперь готовлю бисквит. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю соль, сахар, ванильный сахар и взбиваю на высоких оборотах до пышной белой массы. Она должна увеличиться минимум вдвое. Муку соединяю с крахмалом, перемешиваю и просеиваю в яичную массу. Очень аккуратно силиконовой лопаткой замешиваю тесто снизу вверх. Долго не вымешиваем, чтобы масса не осела. Достаточно, чтобы вся мука просто хорошо соединилась с яйцами. Тесто должно получиться очень пышным. Выливаю его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и распределяю ровным слоем. Духовка к этому времени должна быть уже разогрета на 170 градусов. Бисквит нужно ставить в горячую духовку. Выпекается он 20 минут. Готовый бисквит перекладываю на полотенце и удаляю пергамент. Даю ему остыть и разрезаю пополам. Сливочное масло взбиваю до пышности и посветления. И затем по 1 столовой ложке добавляю уже остывший заварной крем. Взбиваю до однородной массы. Собираю тортик. Наношу немного крема на поднос, кладу первый корж и наношу на него крем. Крема получается достаточно, примерно делю его пополам и смазываю первый корж. Если крем не совсем еще загустел, то его нужно поставить в холодильник, и он будет более густой. Накрываю вторым коржом, смазываю торт сверху и по бокам. Ставлю торт в холодильник на 1 час, а пока приготовлю шоколадную помадку. В кастрюле соединяю сахар, какао, перемешиваю сухие ингредиенты. Добавляю понемногу молоко и перемешиваю до однородной массы, чтобы не было комочков. На большом огне довожу глазурь до кипения, затем огонь уменьшаю до минимального и увариваю в течение 5-7 минут до загустения и вот такого темного цвета. Готовую глазурь снимаю с плиты, добавляю сливочное масло и перемешиваю. Вот такая она становится глянцевая, красивая шоколадная глазурь. Покрываю нею сверху торт. Если не хотите варить глазурь, то можно просто растопить плитку темного или молочного шоколада. Ставлю тортик еще в холодильник, и можно разрезать и пробовать. Очень мягкий, пышный бисквит получается. Крем замечательный, в пропитке бисквит не нуждается. Как вы видите, все делается очень быстро, буквально за часик этот торт можно испечь. И всегда все довольны, потому что он действительно получается по-настоящему вкусный домашний торт. Надеюсь, видео было вам полезным. Если так, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Очень жду ваших комментариев. Это лучшая награда для меня. Желаю вам мира и добра.